Игровой режим – самая быстрая зарядка наушников, которую я видел, от 0 до 100% за 44 минуты. И всего за 5 минут в боксе вы получаете час звучания наушников. По громкости можно их использовать как маленькие колонки. При максималках слух легко испортить довольно быстро. С сенсоров меняется громкость. Bluetooth космической версии 5.2 и, учитывая ценник, это по мне самое выгодное предложение по цене-качеству среди вкладышей на данный момент на рынке. И разумеется, вторая версия стала более басовита и добавила в звучание объема, хотя и первая была хороша. Но недостатков, как всегда, хватает, о них тоже расскажу. Tube 809, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. За лайк, подписку и комментарий я ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии, и еще есть туча призов, перечень и условия по ним в описании. А сегодня я расскажу вам о второй версии самых стильных, по моему мнению, вкладышей от Xiaomi Feel CC2. И это не первый раз, когда я вижу наушники второй версии, которые от первой версии наушников внешне отличаются минимально. Основное физическое изменение здесь: магниты, удерживающие наушники в боксе, стали сильнее, вытряхнуть наушники из бокса стало сложнее, форма ложбинки внутри зарядного бокса стала удобнее, чтобы проще было наушники доставать. Плюс изменилась форма микрофонов CVC. А так даже внешний вид, цвет и форма диодов в ножках наушников осталась прежней. И да, новые наушники можно заряжать в старом боксе, да и заряд бокса теперь можно видеть в программе, что очень удобно. Вот еще вам одно отличие. И автономность наушников плюс бокса стала бодрых 32 часа. Так, прилично они прибавили. Плюс вторая версия стала на пару граммов легче. Обзор на первую версию вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Она тоже хороша. Упаковка, как вы заметили, все так же стильно и все так же непонятно. Все на китайском и английском. Внутри бокс для зарядки наушников, наушники, кабель для зарядки бокса и инструкция. Да, у бокса нет беспроводной зарядки. Понять, что написано в инструкции, довольно просто, достаточно использовать Google Translate. А так, под наушники есть программы, и если нет желания использовать китайскую версию, можно скачать программу на русском FOPDA. И все, что там нужно, переведено. Все соединяется, все обновляется. Бокс выглядит классно, но заведомо является пылесборником. Чехлов на Алиэкспрессе на него уже море, но факт остается фактом. За красоту мы платим, и иногда даже функциональностью. Бокс заряжается по кабелю Type-C, заряд бокса можно увидеть, еще раз повторяю, в программе. С 0 до 100% бокс заряжается за 1 час 10 минут, хотя обещают 2, но в спеках вы увидите еще много нестыковок относительно тех данных, которые я получил на тестах. В кармане носить бокс удобно, вытряхнуть уши из бокса можно, но сложно. Доставать наушники из бокса стало просто, тем более относительно их первой модели. В первой модели все было сложнее. Магическая функция данного бокса — это быстрая зарядка наушников. За 5 минут в боксе наушники получают возможность играть целый час на 50% громкости. У меня в итоге получилась на тесте автономность в 1 час 7 минут, что очень даже прилично. При том, что для полного заряда наушников в боксу необходимо по заявленным спекам 50 минут. У меня по тестам бокс зарядил наушники с 0 до сотки за 44 минуты. 5 раз наушники бокс перезаряжает полностью. Наушники. Форму и внешний вид вы сейчас видите на экране. Для моей формы ушной раковины они максимально удобны. При желании можно докупить силиконовые накладки, такие импровизированные амбушюры для вкладышей. Они даже пенные бывают. Емкость одного наушника 30 мАч. И несмотря на самую большую громкость, которую я встречал во вкладышах, автономность на максималках у них оказалась бодрая в 4 часа 36 минут, что нереально много, учитывая, что орут они как маленькие динамики. Внутри, как всегда, супер модный драйвер с титановым покрытием. По защите от влаги все очень скромно, только от брызг, но и на том спасибо. И только у наушников, конечно же. Сенсоры по мне гиперчувствительные, и к ним нужно привыкать. Есть два варианта подключения функций сенсоров, отключать их, к сожалению, нельзя. Сенсоров приближения нет. Да-да, вот такие крутые наушники без автопаузы. По одному наушники работают. Микрофоны, конечно, в каждом наушнике. При переключении между левым и правым микрофризов нет. Все происходит бесшовно. Функции управления play-пауза, голосовой помощник, перелистывание треков и изменение громкости. На эквалайзер они отзываются хорошо. Эквалайзер встроен прямо в программу. Возможность обновить прошивку в наличии. Bluetooth версии 5.2. Задержек фризов и отвалов у меня не было. Через две стены ловят. Кодеки AAC и SBC. Конкретно помогает игровой режим, который активируется в программе. Пример задержки вы сейчас увидите.
Микрофоны работают хорошо, но не на улице. Когда разговариваешь рядом с оживленной дорогой, собеседник слышит почти все шумы. Пример работы микрофонов вы сейчас слышите. Пример работы беспроводных наушников Philips CC2 в помещении рядом со стиралкой. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Philips CC2 рядом с дорогой. Это а-ля бренд от Xiaomi. Рядом с дорогой, по моим ощущениям, разговаривать возможно, но по ощущениям тех, с кем я общался, если мимо меня проезжают машины, слышно машины, а не мой голос. Сейчас мимо меня проедет довольно крупный джип на скорости 60 километров, а рядом проехала также еще Шкода, и примерно так вас будут слышать собеседники, точнее, чаще они будут слышать машины, а не ваш голос. Хотя микрофоны не самые ужасные, но однозначно, учитывая форм-фактор с ножкой, они в числе лучше. С другой стороны, учитывая ценник, чего я еще хотел ожидать, у Vivo по мне микрофоны были лучше на улице. Если просто ходить и разговаривать, ветер задувает, иду пешком, снега под ногами нет, хожу по асфальту, вот так примерно будут вас слушать собеседники на улице. В этой ситуации разговаривать возможно. Шапки на ушах нет. Если разговаривать в шапке, то примерно так вас будут слышать собеседники уже в шапке. По недостаткам: нет сенсоров приближения, нельзя отключить сенсорное управление, а можно отключить только расширенное сенсорное управление. Нет беспроводной зарядки кейса, форма кейса подразумевает повышенное загрязнение, минимальное отличие от прошлой версии, во всяком случае внешне. Китайский язык в оповещениях тоже минус. Глобальной версии наушников пока нет. Перекручены высокие частоты, нужно работать с эквалайзером. Программа на китайском, на FOPDA, конечно, можно скачать на русском, но сток вот, пожалуйста, только китайский. И при работе с телефонами Xiaomi микрофоны по мне работают на улице просто ужасно, и у меня по моим тестам и по отзывам пользователей тоже. Хотя есть такие, у кого из Xiaomi они нормально работают. Хотел бы я сам это дело послушать у них. Звучание, нереальный запас громкости, очень чуткая реакция на все, что вы делаете в эквалайзере, и вам однозначно там понадобится похимичить. От того, что производитель перемудрил с верхними частотами, которых здесь слегка избыток. Как и, впрочем, избыток басов, прилично так поедается середина этим делом. Но с другой стороны, вы же любите басы. Есть пользователи, которые слышат шум на минимальной громкости или при переключении треков. Лично у меня его нет, в общем, как и у многих. Таких, чтобы слышали шумы, я встречал в интернете только 2. На максималках каши тоже нет, но максимальная громкость здесь критично высокая. С ней стоит быть максимально аккуратным. Сказал бы я, что они играют на уровне Vivo TVS Neo, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Но однозначно нет. Опять же, соблюдаю условие, что Vivo будет подключено к источнику по кодеку aptX Adaptive. Хотя я уверен, что большинство людей не услышат разницы. В целом у Feel объема много, громкость с запасом, панч в басах очень ощутимый. Относительно первой версии стало больше басы и объема. Все как вы любите, максимально приближенные вкладыши к затычкам. Цена по ссылке в описании к видео на ближайшем селе будет около $49. Опять же, если использовать промокоды, которые вы можете найти в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую, однозначно советую. По сумме факторов с этим запасом громкости, отличной сборкой и быстрой зарядкой, просто великолепные вкладыши. Завтра будет обзор на накладные наушники FIA. Напоминаю про розыгрыш для подписчиков и еженедельные розыгрыши для спонсоров канала. Смотрим все в описании и на вкладке сообщества. Все условия. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь с колоколом. Девайс сюда. Добра и удачи вам, друзья.